Всем привет! Hola! История нашего переезда не может быть полной без наших маленьких котиков, которых мы притащили с собой через весь мир. Полсвета. Ай! Да. Буся, ложимся. Отдыхать. Да, мы расскажем во всех подробностях, это будет, мне кажется, самая полная инструкция в интернете, ну иди. Мы расскажем во всех подробностях о том, как организовать перевозку животного, в нашем случае все-таки кота, точнее двух, из России, из Екатеринбурга в Аргентину, Буэнос-Айрес. Это было непросто, очень непросто. Ну, да. Да. Да, и когда мы решали вообще брать с собой котов, не брать, помнишь, это время мы еще размышляли? Ну, оно было не очень долго. Да, ну, как бы для начала вообще стоит себе ответить на вопрос, а стоит ли оно того, и вообще, чего оно стоит. Я думаю, что наше видео поможет вам ответить на вопрос, сколько это стоит. Мы, честно, целиком не считали, но, надеюсь, благодаря записи этого видео мы сделаем целую табличку и в описании ее разместим, и вы сможете понять, сколько стоит, и вообще готовы ли вы на эти расходы. Ну, то есть от первого похода к ветеринару до въезда уже в Аргентину. И даже, наверное, первые покупки в стране, что мы покупали котам. Расскажем. Да. Еще один важный вопрос, на который стоит ответить, прежде чем решить, брать или не брать с собой котика, это в целом возраст животного и того, как ему будет с вами или без вас. Слышал про миф, что кошки не привязываются к людям, а привязываются к квартирам, к домам, к территории? Суть в том, что пока Саша жил в Турции, эти 5-6 месяцев, я видела, как Дымочек скучает. Когда он ко мне приходил, чтобы я его погладила, как Саша умеет, я так не могла. И я видела, как наш полосатый кот скучает. Вот. И мне кажется, что история с адаптацией, вот именно и привыканием большим к квартире, ну, где-то может быть утрирована. В общем, взвесив все за и против, мы решили, что наших котов мы берем с собой. И как привезти двух котов из России в Аргентину, это, конечно, такой, скажем так, интересный челлендж. С чего начинать? Наверное, с похода к ветеринару. Да, нужно пойти к ветеринару, и на самом деле в интернете вы найдете много чек-листов, много гайдов, много чатов, помогающих организовать всю эту процедуру. Есть тоже всякие помогаторы, которые могут взять все это под ключ. Начнем с того, что я могла, поизучала сама, и стало понятно, что без похода к ветеринару и без того, чтобы сделать этим хвостатиком тоже документы, заграничные паспорта. У наших есть паспорта. Не у каждого человека в России есть загранпаспорт, а тут есть международный паспорт для кошек. Да. Вот. Правда. Хуже. Вот. Все начинается с похода к ветеринару, и стало ясно, что нам нужно ставить прививки. То есть мы давненько, Саша хотел, раньше, помнишь, ты хотел гулять с котом на улице? Да, очень хотел. Но все это оставалось на уровне идей, и поэтому наши коты довольно длительное время жили без прививок. Кстати, чтобы принять решение, брать с собой котов или нет, я даже брала консультацию у зоопсихолога. Да, и такие есть специалисты. Конкретно мне помогла Даша Полянская, Cats Talk. Я ссылочку на нее обязательно оставлю в описании. Прекрасный специалист, мега человечище. И некоторые рекомендации о том, как подготовить животное к такому большому путешествию, от нее я тоже в этом видео упомяну. В общем, рекомендую. Это все становится более понятно. Так вот, Даша сказала, что стресс у животных начинается в любом случае, когда они покидают пределы квартиры, но вопрос приучения. Не так важно, насколько вы летите, на 2 часа вы едете в соседний город на машине с котиком или на дачу, да, например, или вы путешествуете 2 суток, стресс плюс-минус один и тот же, но к нему можно подготовиться. Поэтому важная часть – это все-таки подготовка. Так вот, вы решили вести с собой котика, а то и 2. Что нужно делать? Мы отправляемся ставить. Прежде всего нам нужен чип.
Для того, чтобы вывести животное из России, нужно чипировать, поставить все необходимые прививки, все это должно быть отражено в паспорте, и, в общем, вся вот эта вот конструкция и система потом позволяет вам вывести животное за пределы страны. Первое – это чип. После того, как установлен чип, на следующий день можно ставить прививку от бешенства, и это очень важная история и трудная история, потому что в России после всем известных событий вакцины импортные, которые воспринимаются и котируются в мире, в общем, с ними случилась некоторая трудность и дефицит. И да, у нас при этом они есть. Прививка от бешенства. Это же она? Да, это она. Прошу обратить ваше внимание на то, что все-таки, когда вы будете проходить этот путь со своими животными, то обязательно почитайте, что сейчас, какие нормы и законы действуют, потому что периодически правила меняются. Кроме прививки от бешенства, еще необходимо также поставить прививку общую. Она, вот в нашем случае состояла из 2 частей. То есть первое, мы ставим чип и ставим комплексную вакцину. Это, кстати, вообще можно сделать в один день. Комплексная вакцина ставится обычно вот в 2 этапа. И также мы делаем прививку от бешенства. Нюанс в чем? Когда вы знаете, куда вы летите, вы можете вариировать тот препарат, которым делаете прививку. Не со всякой вакциной вас пустят в любую страну. Я старалась выбирать те вакцины, которые признаны максимальным количеством стран, потому что мы можем захотеть поехать куда-то еще или вернуться обратно, и можем это сделать через любую из стран. И чем больше вариантов у нас будет, тем легче устроить логистику путешествия. Поэтому мы склонялись именно к тем вакцинам, которые международные. С российскими вакцинами проблем в России нет, вы их легко найдете, но не с всякой российской вакцины вас пустят, например, в какую-нибудь Германию или Францию. Или Японию. Или Грузию, да, или Японию вообще. Ну что, нашла? Да, нашла. Смотри, у наших котиков стоит вакцина довольно известного производителя Novavax. Trilcat — это комплексная вакцина, мы ее ставили 2 раза с периодичностью, по-моему, в 3 недели. И Novavax Rabies как раз та самая вакцина от бешенства. Ее я ловила, я думала, что буду доставать ее из Казахстана. В итоге, что сработало, я просто во всех зоомагазинах города оставила, такую, знаете, бывает, можно написать напоминалку, сообщите мне, когда товар появится. И вот только я в тот день ехала на машине, мне приходит уведомление, что появился товар, я сразу же его выкупаю. И, в общем, когда я приехала в магазин забирать, я уже забрала последние ампулы. Там была малюсенькая поставка, всего 10 вакцин. Что такое на город-миллионник 10 вакцин? Вообще ничего. Мне очень повезло. Скорее всего, может быть трудно найти Novavax. Это не приговор. У нас есть еще другие варианты, что можно сделать. Есть вакцины чешские, есть французские. А Novavax чей? Американский. Американский? Да. Есть биофил, есть какой-то филиген. В общем, вариантов и аналогов довольно много. К сожалению, не все ветеринары знают, чем можно заменить. Ваша задача, когда вы изучаете, в какую страну вы едете, там обычно всегда есть и список тех вакцин признанных, которые в этой стране котируются. И вам нужно поставить именно прививки теми вакцинами, с которыми можно будет в эту страну въехать. Потому что если я поставила прививку от бешенства российской вакцины, нас бы не приняли. Да? В Аргентине бы нас приняли, а, например, в Турцию уже бы не могли не впустить. То есть у нас были бы проблемы по пути. Таким образом. Поэтому аналоги есть, мне хочется верить, что с поставками становится лучше. Всегда есть варианты, есть там соседние страны, у нас был вариант, если что, даже из Турции купить и привезти. Единственное, что транспортировка вакцин, сами понимаете, трудное дело, там определенный температурный режим, но все возможно. Поэтому я думаю, что когда вы озадачитесь этим вопросом, вы точно найдете решение. Кстати, когда я все это делала, я стала создавать свой маленький телеграм-канальчик, где описывала, насколько могла подробно все свои шаги по легализации котиков.
Вот, ссылочку на него тоже оставлю в описании, вы там сможете прочитать. Первое время, когда я собирала информацию о том, как приехать в Аргентину, чаты, вот именно, особенно чаты, объединенные любовью к животным, очень выручали. И обязательно в описании под этим видео я размещу ссылку на свой чат, который создавала сама, и на тот чат, на который тоже опиралась. Это очень большой чат хвостатой Аргентины, там много собаководов, с собаками очень много людей приехало, есть и кошатники тоже, и там тоже много информации, поэтому обязательно загляните в описание, а до этого не забудьте поставить лайк, подписаться на наш канал и поделиться с собаководами и кошатниками. Теми, кто собирается путешествовать, в наши края особенно. Вот, в общем, прививки ставятся, нюанс еще следующий какой с прививкой. Я начала все вопросы делать с прививками, я оттягивала как могла, потому что меня эта тема очень пугала. Я начала это делать все в феврале только. Ого. А в марте мы уже... А в марте, 23 марта мы уже вылетали. И нюанс какой, чтобы вылететь за пределы страны, прививка от бешенства должна быть поставлена не позднее, чем за 21 день, это время карантина, до вылета. Ну, то есть у нас там было все вообще тютелька в тютельку. Больше того, кроме этого всего, мало сделать паспорт котику, и туда, кстати, вклеиваются наклеечки про все прививки и вакцины и все такое. Потом нам еще нужно было отправиться на ветеринарную городскую станцию, и оказалось, что в Екатеринбурге она не одна, их несколько в разных районах. Мы туда приехали с котами, их осмотрели, им провели обработку от глистов, обработку шерсти от каких-то там паразитов, и дали бумажку, которую в аэропорту мы тоже потом меняли. Эта бумажка называется, сейчас, нам дали ветеринарное свидетельство формы номер 1, и эта справка действует только 5 дней. Ее потом нужно поменять в аэропорту обычно, в ветеринарной службе на сертификат формы 5А для международного вылета. И как раз вот этот вот сертификат в форме 5А ты заполнял по ссылке. Помнишь? Да, помню. Да, там заполнять. Ну, на самом деле было не сразу понятно. Не все сразу понятно, но читайте внимательнее. Да, разобраться можно, и это очень удобная штука в Екатеринбурге, потому что я пришла, поставила котов в переносках на стол, мне сказали, а что нам на них смотреть, вот ваши бумажки, забирайте. То есть, в принципе, я зашла в кабинет и вышла, то есть это было очень быстро, благодаря тому, что мы заранее все заполнили. Да, возвращаясь к заполнению, не во всех пунктах, которые необходимо заполнить, стоит звездочка. Да. Ну, потому что пункт, по-моему, серия или номер чего-то там, звездочки не стояло, но заполнить ее обязательно, потому что без нее просто при получении развернут. Ну, в общем, да, такие нюансы, что удобно и что хорошо. Вот конкретно у нас в аэропорту Кольцово, как было, Саша заполнял документ, потом мне звонили и говорили, знаете, вот здесь вот у вас что-то не то, там, заполните обратно, или могли написать на электронную почту. То есть они адекватные, контактные люди, и с ними можно коммуницировать. Нормальные, все помогают, все подсказывают. Вот. И когда наконец-то в аэропорту мы получили уже эту заветную бумажку, после этого можно было идти садиться в самолет. Да, и тут начинается, видимо, самое веселое. Тут на самом деле нужно перемотать немножко назад, как мы выбирали, какими самолетами лететь. Тут да. про это ты знаешь. Да, про это делал я. Вариантов было много, у нас были туркиши, эфиопы, Emirates, да, Катары. Угу. Вот. Но мы выбрали компанию KLM. Прекрасно. Да, прекрасная компания KLM. Во-первых, у них рейс полностью их. Ну, он с пересадкой, но он полностью обслуживается одной компанией. Это гораздо облегчало логистику, да, потому что договариваться с компанией было, ну, с одной компанией гораздо легче, чем с несколькими компаниями, потому что состыковочный рейс, там, допустим, тем же самым Пегасусом, а потом KLM или Пегасусом, потом туркишами очень затруднительные, вот. А прямой туркиши были
Дороже там, ну, 1050, наверное, просто без котов, если лететь. Во-первых, так, во-вторых, там есть еще один нюанс. Да, там что-то с котами было. Да, многие авиакомпании ограничивают количество животных на борту. Кто-то может принять животных в багажное отделение отапливаемое, кто-то не может. И у каждой авиакомпании свои правила на этот счет. Например, то, с чем мы столкнулись у Turkish, например, у них, если на борту в салоне самолета находится, вы можете взять животное в салон, можете в багажное отделение. Если в салоне самолета уже находится собака, то ни одного кота на борт они не возьмут. И... Животные антагонисты. Ну, не знаю, да. Ну, это так называется. Опять же, в авиакомпании на сайтах часто все довольно-таки хорошо объяснено, можно прочитать. Но нам было мало прочитать, мы еще звонили, писали, общались в чатах, то есть это отдельный квест. То есть... Ну там нужно было сделать следующее, там нужно было забронировать себе билеты, потом к этим броням привязать, собственно говоря, животных. Ну, билеты мы забронировали и очень долго добивались того, чтобы нам подтвердили бронь на котиков. Мы писали, да, звонили, да, на КЛМ. Мы писали, звонили, я писал в WhatsApp на английском, а потом мы выяснили, что офис КЛМ еще на самом деле есть в России, и там вполне русскоязычные сотрудники. Ну, как офис, представительство, если был бы офис, был бы попроще. Ну, там офис было, наверняка есть, но в Москве просто. Был русскоязычный колл-центр, и конкретно с авиакомпанией КЛМ. Очень рекомендую. Сами, если вы не можете сами звонить, то просите друзей, находящихся в России. Прям просите звонить, дозваниваться. Они по вполне себе нормальному расписанию работают, там, до 8 или 6 или по Москве. И ты дозваниваешься на русском языке, ты говоришь, у меня такая-то бронь, у меня такое-то место и все остальное. Я хочу взять котика, чего там у меня составлена заявка на рассмотрение, какой статус. По идее, на сайте у них было указано, что они рассматривают в рамках 3 дней, и в течение 3 дней тебе дают ответ. Согласовали, не согласовали. Только мы догадались оставить эту заявку вечером в пятницу. Да, и мы подозреваем, что принимает решение то робот, то человек, и, скорее всего, этот человек живет в Европе, да. Ну и, в общем, то ли там какие-то праздники были, то ли что, примерно неделю нам в итоге согласовывали животных. Но до того, как вы забронировали билет себе, пожалуйста, это важный момент. В любой авиакомпании вы можете узнать вообще, в принципе, а есть ли на этом рейсе места для животного. Это очень важный момент, потому что когда я выбирал билеты, мне прямо сказали, что там, 2 рейса перед этим были с собаками как раз, да, 2 дня. И котов уже взять не могли. Котов, естественно, туда бы не взяли бы. И когда я нашел рейс без животных, я, собственно говоря, этот рейс забронировал сразу же и начал сразу же отправлять заявку на котов. Да, так мы определили в итоге, кем и когда и точную дату нашего вылета, потому что другие даты были просто, например, заняты. Там одна с собаками, вторая тоже с собаками, да, а третья дороже в 3 раза. Причем нам, знаете, как говорили, так интересно, что, ну а может кто-нибудь откажется, но мы не очень могли рисковать. Еще в чем нюанс, да, сложность логистики наша была в том, что мы с котами вылетали из Екатеринбурга, Саша находился в Турции, мы должны были встретиться в Стамбуле и лететь дальше вместе. Просто сложность-то в чем? В том, что животное не может слишком долго находиться в Турции, потому что по нынешним текущим действующим законам для вылета из Турции, если мы задержались дольше, могли бы потребоваться дополнительные документы. А этот документ, кстати, да, который тоже мы решили его сделать на всякий случай. Для въезда в Аргентину этот документ не нужен, но на всякий случай мы сделали. Не нужен. Да. На всякий случай мы сделали это титры на бешенство. Помните, когда все болели ковидом, мы периодически делали анализ, болеешь ли ты сейчас, и потом кто-то делал анализ, есть ли у тебя антитела. Вот этот вот документик, вот эта вот бумажка, она есть в электронном виде, она прикрепляется тоже к ним в их вот этот вот электронный паспорт. Вот эта вот бумага, подтверждение того, что антитела у котов к бешенству есть. И титры на бешенство можно тоже сдать не ранее, чем через 21 день после установки прививки. Да.
Сертификаты мы получили гораздо позже, уже находясь здесь. Ну, то есть мы перед вылетом еще из России сделали, взяли анализ. Это, кстати, очень такой трудоемкий анализ. Он берется не так просто. И вакцину было ставить гораздо, и чип гораздо легче, чем брать анализ. Да, потому что там нужно было зафиксировать котика, там как-то специальным образом собирали кровь. Это было длительно. Потом у гуси не могли взять кровь из задней лапки, потому что она была слишком накачанная, не могли попасть в вену из-за мышц. Все. Он не сильный, он пухлый. Врач сказал, что слишком много мышц, поэтому брали из передней лапки. Ну, в общем, там была целая эпопея, где в Екатеринбурге можно сдать вот эти вот титры на бешенство. Я тоже размещу, это тоже хорошая клиника наших знакомых. Валя, спасибо большое, что помогла, что сказала, что у вас это можно сделать. Это очень финансово затратная история, я скажу, я помню сумму. 12 250 за один анализ. За одного котика. За одного котика. Рублей. Все на самом деле не так страшно, но нюанс. Просто этот анализ проводит несколько лабораторий в России. Москва, по-моему, Питер и, по-моему, Ростов-на-Дону. Прекрасный разброс. И из Екатеринбурга кровь отправляется туда, там этот анализ делается тоже, допустим, там примерно 2 недели, и если бы мы жили в Москве, то это бы стоило там порядка 5-6 тысяч. Но за счет вот этих вот всех дополнительных логистик и всего остального, конечно, это все суммы разрастаются. Поэтому, но мы сделали на всякий случай, почему это мы приняли решение такое сделать. Если сделать этот сертификат и в дальнейшем соблюдать график прививок от бешенства, то этот сертификат будет действовать пожизненно. То есть один раз его сделав и сохраняя график, не потеряв документы на животное, или, ну, в общем, если вы все делаете по порядку. Какие вы молодцы, что паспорта не потеряли. Да, что мы не потеряли паспорта на котиков. Вот, если вы сделаете это, то это может быть такое хорошее вложение в всю жизнь маленького хвостатого путешественника. А какой график? Раз в год. Раз в год? Раз в год, да. Там есть и еще момент, очень важный, кстати, про прививку от бешенства. Не знаю, как мы будем монтировать это дальше, но, в общем, важный еще момент про прививку от бешенства и вообще про прививки. Перед тем, как ставить прививки, животное нужно проглистогонить, потому что иначе, если у него есть паразиты, то вакцина может не сработать. И представляете, вы не проглистогонили котика, поставили ему прививку, у него были паразиты, прививка не сработала, потом вы еще заплатили 12 тысяч за то, чтобы получить сертификат, где написано «нет, антител слишком мало». Было бы вообще досадно. Еще вопрос тогда от телезрителей. Да. Прививку нужно, вакцину ставить, нужно именно такую же или можно использовать другую? Мы ставим ту вакцину, которая... В смысле, что, допустим, в этом году я поставила американскую вакцину, в следующем году какую-то другую вакцину. Да, могу ли я другую вакцину поставить? Да, можно поставить другую вакцину. Они на самом деле в целом довольно похожи между собой, ну как мне объясняли ветеринары. Если вы можете найти ту же самую, то ставьте ту же самую, потому что есть некоторая идея в том, что если кот хорошо перенес эту вакцину, то он ее в следующий раз нормально перенесет. Да? Тут новые немножко эксперименты. Но вообще фармакологически все вакцины достаточно похожи, и есть просто некоторый класс вакцин. Если вы не можете найти какую-то там определенную вакцину, там чешскую, ну, скорее всего, ничего страшного, вы поставите ее аналог, и можно находить в интернете информацию, какие вакцины являются аналогичными. У меня в телеграм-канале я прям писала вот аналоги, что чем можно заменить, если вы что-то не можете найти. Что еще важно при выборе, как лететь, кем лететь, так это габариты животного. Ну, то есть обычно в салон у большинства авиакомпаний правило, что вес животного с переноской не должен превышать 8 килограмм. Обычно. Есть нюансы, поэтому читайте правила той или иной авиакомпании. И был еще один нюанс, который был актуален, особенно для меня, вылетающий из Екатеринбурга с 2 животными. Чаще всего в авиакомпании можно только одно животное взять на борт одному сопровождающему. Ну, то есть мне нельзя было лететь, я и 2 кота в салоне. Одно животное необходимо было разместить тогда в багажном отделении. И это отдельный квест. Да, для нас это был
Тяжелый выбор. Да, поэтому тоже я спрашивала зоопсихолога, кого все-таки разместить в багаж, кого в салон. И, ну, как бы кратко ее рекомендации. Более здоровое животное можно в багаж, более там, с болезнями, или более старое, или более нервное, волнующееся животное мы берем с собой. И кого ты выбрала? Ну вот, изначально гуся должен был лететь в багаже. Значит, гусь у нас более здоровый. Ну, я предположила, что гуся более спокойный. Там целый список критериев, как определить, кто более спокоен, да, там, какое у него дыхание, например, когда вы выносите кота в ветеринару, да, кто как переносит это, кто больше кричит, расширены ли у него зрачки, кто как себя ведет, там много критериев. На основании этого всего каждый поход у ветеринара я спрашивала, когда там, ставили им прививки, делали ли какие-то еще манипуляции, я спрашивала, как вы думаете, а кого из них лучше все-таки в багаж, того или иного? Но мне говорили, что оба наших кота вполне себе спокойны и перенесут нахождение в багажном отделении. Если ваше животное выше 8 килограмм, у вас нет вариантов, только багажное отделение. И, кстати, когда мы выбирали, когда лететь, дату, например, нам сказали, что из Стамбула до Амстердама, у нас там должна была быть пересадка, мы могли бы кого-то сдать в багаж, а дальше из Амстердама в Буэнос-Айрес просто не было отапливаемого багажного отделения. И наших животных бы не могли взять вообще. И это тоже такой важный нюанс, поэтому если до покупки авиабилетов для ваших котиков, собачек, рассмотрите все варианты, какие есть вообще авиакомпании. По телефону можно даже прийти вот к туркишам. Я ходила, у нас офис, у меня возле кабинета был их офис, и к туркишам я прям пришла в кабинет, говорю, давайте, вот я хочу лететь, мне нужно купить билеты. Так, из России мы не нашли ничего подходящих билетов, а вот Стамбул, Буэнос-Айрес билеты были, и мы прямо в моменте, еще не покупая, еще не заплатив ни копейки, мы могли посмотреть, а сколько животных на борту, а есть ли они вообще, а могу ли я взять туда. То есть я сначала узнавала, звонила, есть ли возможность лететь с животным в салоне, и только потом уже начинала бронирование на основании этой информации. Ну, то есть, чтобы не получилось так, что мы сначала заплатили, а потом теряем деньги на возврате билетов. В чем везти котиков? В чем везти котиков? Котиков мы везем в переносках. Обычно у авиакомпании на сайте точно так же указано, какого размера, какие переноски подходят для разных форматов перевозки. Переноски. Если ты везешь животное в багажном отделении, то это жесткая переноска. Если в салоне, то это должна быть мягкая переноска. И чаще всего говорят, что котиков в салоне доставать нельзя. Но, спойлер, не доставали. Ты доставала. И ты доставал. Ну, я доставал его только в туалет таскать. Не только. Короче, мы вам все покажем. У меня есть видео. Да? Да. И ты доставал. Короче, а теперь, друзья, угадайте, сколько переносок я купила для 2 котов? Как думаешь, сколько? Я знаю. Ну, сколько? 4. 4 переноски. Почему так случилось? Потому что, во-первых, я купила первую одну переноску, она была вроде нормальная, удобная, складная. Подожди, сейчас покажем. Зеленая. Вот эту. Да. Так вот. Собирается вот так. Первая переноска, вот такая удобная, складная, она соответствовала параметрам авиакомпаний. Кстати, авиакомпании с рулеткой никто не измеряет размер. Да. Главное, чтобы ты мог эту переноску, если что, под переднее сиденье поставить и немножечко пригнуть. Котик там как-нибудь уляжется. Вот. Это все возможно, все удобно. На самом деле есть такой критерий, то, что животное должно спокойно размещаться в полный рост. Есть такой критерий, но он более строго соблюдается в переносках, которые про багаж, которые жесткие. И там отслеживают в зависимости от разных авиакомпаний и дальности полета. Еще иногда нужно, чтобы в переноске должно было разместиться и кормушка, и поилка, и, в общем, все это тоже. Да, но в нашем случае все было окей. Потом я купила, на самом деле это была вторая переноска. Первая ты черную, по-моему, покупала. Первую переноску, которую я купила, я купила 5 переносок. 5? 5. Первая, которую я купила, это была переноска из Симоленда. Такая, она была еще меньше, чем эта.
Я в нее затолкала кота и поняла, что это не вариант, во-первых, потому что он там он там сидел, пригибаясь, не только стоять не мог. Это первый момент. Второй момент, она ужасно воняла. И большая часть переносок, которые вы сможете найти на Озоне, Wildberries, они могут быть очень разные по размерам, достаточно удобные, похожей конструкции. Но она воняла, и я ее недели 2 выветривала на балконе и стирала, и снова стирала, и сушила. В общем, воняет. Кота в такое на несколько часов я бы помещать не стала. Короче... Уделите внимание переноскам и не покупайте их дешевые переноски. Покупая их, понюхайте, не всегда запах выветрится, имейте в виду. Следующую переноску, вот я взяла как раз вот эту зеленую, и она была окей, классная, и мы с ней уже начали ходить. Кстати, еще был рюкзак, который мы не смогли привезти. Да. 6. Я общалась с одной авиакомпанией, которая должна была из Екатеринбурга лететь в Стамбул. Они очень часто летают, очень известное название. И, в общем, там мне сначала по телефону сказали, вы вообще можете купить билет на одного кота, на одну переноску, и в одну переноску в багажное отделение сдать 2 котиков. И я подумала, вау, как классно, как удобно не таскаться мне с котами, 2 тяжелыми котами, как бы такое тяжелое дело. А потом, накануне вылета, я им звоню, они говорят, нет, так нельзя, вы что? Я говорю, так вы мне сами так сказали. Они говорят, нет, так нельзя. Ну, в общем, капец. В общем, я купила большущую переноску пластиковую, хорошую, жесткую, Скуда 3. Они есть по размерам 1, 2, 3 и так далее. Короче, для нормального кота 2 за глаза. Но у меня была 3 огроменная, и в общем, это была еще одна переноска, которую я купила и к которой мы приучали котиков. Потом была еще одна переноска черная. Она была, ну, совсем мягкая, и в ней кота, когда несешь, он прям... Протекает как мешочек. Ну, короче, можно с тем же успехом в пластиковый пакет положить кота, и будет вот это вот все какое-то, коты же жидкость, в общем, никакой жесткости. Да, переноска мягкая, это хорошо, комфорта в переноске, и вообще это неудобно, и животному тоже, мне казалось, что неудобно. Потом последняя была куплена вот эта вот переноска, еще одна, чуть побольше, чем зеленая. Такая вот переносочка. Да. Что важно? Она значительно побольше, чем... Она побольше. Да. Что важно, тут есть вот такие поручни, можно вот так взять, можно просто в руку взять. И есть вот этот ремень, который можно, если что, через плечо. Иногда это прям архиважно. Ну, то есть она тут регулируется всяко по-всякому. И можно было через плечо тоже настроить. Ну да, это помогало, конечно, при транспортировке по Стамбулу его. Да. Вот такая переноска. Да. Но вот у этой переноски уже в процессе мы обнаружили, что дно мягковато. И... Ну, оно не мягковато. Ну, в общем, как-то... Просто гусь сползал туда на краешек и... Да, гусь утекал. В общем, я бы тут, на самом деле на будущее и воспользовалась бы, туда положила бы еще когтеточку размером с дно переноски. Тогда бы был более жесткий каркас у нее. У нас там была маленькая когтеточка, кстати, удобная штука, берите с собой в дорогу небольшую когтеточку хотя бы, особенно если вы, как мы, планируете где-то в отеле ночевать с животным. Вот. Это то, что помогает животным снять стресс, и они хоть как-то на нее опираются. Во вторую переноску ты разместила лоточек. Да, в еще одной переноске у нас в одной переноске была когтеточка, в другой переноске был самый простой лоток, двухслойный, который пластик, сеточка, без наполнителя. И еще в обеих переносках на дно я, естественно, клала одноразовые пеленки, и таким образом мы вот путешествовали.